мы добрались до веревки Пута. Посмотреть тюльпанчики. Тимофей в восторге просто. Все интересно. Ой, какие. Тебе это понравилось? Тебе это понравилось? Верный компаньон. Во всякий такой трэш он только за. Лишь бы на ручках, да, у кого-то. Что, какие? Мы сейчас ходим, выбираем, какие нам тюльпанчики забрать. Какие тебе нравятся? Мне вот красненькие понравились. А тебе какие? Вот эти? Ой, надо исследовать что-то. Да. В мире цветов. Мне к вам нужен... Опа. Все, мои ручки освободились. Ты можешь двигаться как угодно, он подстроится. Он умеет держаться на руках, да. Он не будет, он не укусит меня? Нет, он не укусит, он максимум может поцарапать, потому что у него коготочки есть, как у собачек. Но он будет цепляться за тебя. А так он будет держаться на твоих руках, на твоей шее, ты можешь спокойно ходить, он не собирается ни падать, ничего, да. Это я понял. И проводить нам экскурсию. Нас, правда, желательно пригласить в летний сезон, когда ягодки будут, потому что Тимофей ягодки любит. Он любит ягодки, я понял. А сколько Тимофею лет? Ему 9 лет уже. 9 лет. А это много для... Это енот? Ну да, это много для енота, да. Я думал всегда, что енот это бело-черный. А он меланист. Они действительно бело-черные, это не стандартный окрас енота, он меланист. Да, я думал, еноты совсем дикие ребята. Нет, они добрые ребята обычно. У меня все еноты добрые. А сколько у тебя? Можно. Это ваш? Да, А можно я сниму? можно. Давай, бери. Ой, вкуснямбы. Они очень любят, когда их кормят, особенно за просто так. Сейчас нам Максим покажет цветочки. Смотри, Тимофей. Вот такие вот. Как тебе нравится такой тюльпанчик? А ты тюльпановый получил. Слушай, нравится. он может. Хочет взять цветочек. Да, он хочет взять. Он сейчас сам себе наберет букет. Он такой, так, давайте-ка посмотрим, что там. Конечно. А какой тебе сорт больше? А вот смотри, вот такой непионовидный. Как тебе? Не-не-не, говорит, фигня какая-то. Мне такой не нравится. А вот такие вот беленькие, как тебе? Вот эти повыше. Ты, получается, второй год уже занимаешься выгонкой. Слушай, это третий год. Третий год, да. В прошлом году мы выращивали 1 миллион, в этом году 2,5 мы выращиваем. 2,5 миллиона? Да, 2,5 миллиона. В Питере и в Москве. А, у вас в Москве еще? Да, у нас в Москве большая теплица. В этой теплице сейчас где-то 700 тысяч. А в Москве, наверное, 1 700 000, 1 800 000 где-то так, если честно, я точно не помню. Классно. Вот такие гости у нас классные приезжают. И, как я поняла, у вас появился YouTube-канал, где вы, в принципе, рассказываете, как вообще сам процесс происходит. Да, мы рассказываем вообще, чем мы занимаемся, да, что мы выращиваем. То есть помимо клубники мы выращиваем, как видите, тюльпаны, цветы, еще однолетние всякие растения. Все, что для вашего сада, огорода можно использовать для красоты, то есть в первую очередь для красоты. Но и для еды тоже. Вот голубика у нас есть очень классная. Вот ты покажешь, наверное, своим подписчикам тоже, как она у тебя будет расти. Да, я за голубикой приехала. Да, тоже приехала за голубикой. Я пожрать. Да, чисто на пожрать, да, здесь вот только на посмотреть и на понюхать, а вот на пожрать, да, это ближе к сезону. Тимофей, нам сказали, очень любит ягоды. Голубика их любимая ягода. Да, ты что, серьезно? Да, они за голубику просто душу готовы продать. Я покупаю им вот по чуть-чуть маленькими. Они у меня три енота, они просто начинают чуть ли не драться за нее, все это дербанить, они очень любят голубику. Слушай, а в мусоре он копается у тебя? Я не даю им такой возможности, но если дать, он будет копаться. Слушай, ты такой умный парень, я первый раз вообще взаимодействую с енотом. Сначала было немного страшновато, если честно. Ну, я бы тебе не дала, если бы это было небезопасно. Очень прикольный ошейник, откуда у тебя такой? Мне на заказ сделали. Вообще ты просто премиум качество енот какой-то. Он такой мягкий, друзья. Короче, покупайте себе енотов. Нет, не надо. У меня все три енота, это все отказники. Да. Это все люди от них отказались. Не надо, друзья, не покупайте себе енота, у меня уже места нету. Слушайте, а почему отказываются? Потому что они очень пакостливые. Ах ты пакость. Ну, он в целом нет, но это скорее как исключение. То есть на Тимофея очень сложно показывать пример пакостного енота, потому что он действительно не пакостничает. Но это единственный енот, который я такого увидела, чтобы он ничего такого не делал. Он даже со мной в доме жил. А так все остальные еноты это отказники у меня, и он тоже отказник по итогу. А ты вот так вот прямо с ним гуляешь, ну типа на плече? Ну, я могу на плече, могу его отпустить, так он побегает на шлейке, он будет за мной идти.
Вот. Ну, просто здесь новое место, как бы, и вот он этих пушек всяких боится, и, в принципе, не знает, что здесь как. Смотри, нравится? Мне, говорят, это стороной луковички, наверное. Ой, красота какая. Да, вот, говорят, это интереснее уже. Вот, да. Вот это, говорит, интереснее. А ты поддержишь тюльпанчик? Ой, смотрите, какой молодец. Да. Взял тюльпанчик. Урвал таки Тимофей цветочек. Как оказывается, видите, цветы можно не только дарить девушкам, но и енотам. И енотам, да. Поэтому, если у вас есть домашние еноты или еще какие-то интересные животные, вот не забывайте. Ему на 23 февраля как обязательно на праздники, да, на любые. Енотовый день, выдры день. Выдры наверняка популярны очень. Вот, дарите цветы, им очень нравится их нюхать, с ними играть, грызть. Вот они прямо вот так, это интересно. Ой, какой да красивый. Этот хочешь? Ну, возьми еще и этот. Мне Прям, все цветы дарят. Любитель цветов. Видите, Да. все любят цветы, все любят тюльпаны. Я, кстати, не знала, что он такой любитель цветов. Как-то не приходило мне в голову ему дать цветочки. Да, а этот как корм, тебе? голубики. Максим, расскажи, пожалуйста, а кто вообще вот у вас может купить не только тюльпаны, как я поняла, как ты сказала, у вас и однолетники, и голубика, и клубника, и вообще все-все-все. Как вот это сделать? Как вот прийти и купить? Невозможно же прийти в такой большой оранжерею и просто забрать себе цветочек. Слушай, да, отличный вопрос. Конечно, прийти просто в теплицу и купить не получится. Обычно люди делают это онлайн, то есть можно написать в любые наши группы, там мы работаем 7 дней в неделю, или позвонить по телефону, оформить заказ. В общем-то, мы продаем и в опт, и в розницу. Конечно, основной ориентир у нас идет на оптовых покупателей. Вот поэтому, если у вас цветочный магазин или рассадный центр, то это точно к нам. А если вы хотите просто там купить 50 тюльпанчиков или, например, там купить один саженец там голубики или 5 саженцев клубники или любые петунии, тагетисы и все, что нужно для украшения вашего дачного участка, то это лучше сделать в розницу, просто позвонив нам по телефону или написав нам в наши соцсети. Вам ответят менеджеры, оформят вам заказ и доставят его, или вы самовывозом уже прямо из теплицы заберете. Также мы, кстати, часто проводим открытые экскурсии, это бесплатно абсолютно, по нашим теплицам, показываем, как все растет, рассказываем, как правильно ухаживать за растениями, да, что нужно, чтобы вырастить классное растение или классный цветок. Вот. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал, там тоже много полезного по этому поводу. И советы не только для оптовиков, а в первую очередь для людей, которые просто интересуются тем, как выращивать растения, как вырастить у себя на даче там хорошую лилию, например. То есть и вы там же рассказываете, как сделать выгонку прям дома. Да, это возможно, да? То есть тюльпана прям... Да, тюльпан можно выгнать у себя дома, в принципе, не имея никакого суперспециализированного оборудования. Безусловно, вы не сможете там сделать масштаб, но какие-то там 50, 100, 1000 цветочков любой человек в состоянии выгнать у себя дома или на дачном участке, конечно. Тут Тимофей наводит порядок. Да, ты такой классный. Да. Покажи, пожалуйста, разницу тюльпанов. То есть есть махровые, есть обычные какие-то тюльпаны, есть более крупные. Да. Ну, вообще у тюльпана обычно важны две вещи, да, это какой тип тюльпана, то есть если по-простому пионовидный и классический. Вот это, например, пионовидка, видите? Они такими шариками идут и дальше распускаются, они на самом деле огромные, они примерно с мой кулак будут, когда распустятся. Вот. Вот так вот выглядит пионовидный тюльпан, то есть, видите, похожий на маленький такой пиончик. Есть пионовидные розы еще, вот очень похоже. А вот это классический тюльпан, то есть у него вытянутый ботал, вот такой, овальный. Вот он дальше окрашивается и, соответственно, просто вытягивается вверх. Есть еще всякие виды, но основное это пионовидка и классика. А по высоте тюльпан бывает абсолютно разный. Пионовидные обычно ниже, они где-то порядка 40 сантиметров, а классический тюльпан иногда может быть и 60, и 70 сантиметров. Прям огромные слоны, но обычно мы их даже обрезаем, потому что такие огромные тюльпаны, как правило, никому не нужны. Все хотят... Сложно в букет, наверное, их укомплектовать, Ну, да. И смотрятся более, наверное, широко, когда они покороче. Конечно, да. Ну, тюльпан такой, на самом деле, миниатюрный цветок, в этом его прелесть. То есть надо дарить много тюльпанов, их фасуют в корзиночки, например, очень классные композиции делают. Но это уже больше вопросы к флористам. Они знают, как обращаться и с мелким совсем тюльпаном, там 20 сантиметров. Он Тимофей тоже знает, он все трогает, проверяет, говорит, так. Тимофей вообще он проверяет стадию зрелости. Ну вот, как я уже сказала, Тимофей очень сильно любит голубику, как и другие мои еноты. И я все-таки хочу у тебя взять куст голубики, но мне нужно, чтобы она прям сразу давала ягоды. И мне многие рассказывали, что голубика очень плохо у нас приживается, очень долго нужно ждать ягод, и они не растет дальше, и многие попытки были. Вот как не допустить этих ошибок, и как, чтобы вот она прям сразу давала ягоду?
Слушайте, верный способ, чтобы голубика сразу давала ягоды, покупайте 5-летний куст. 5-летний это на самом деле огромный куст, вы не сможете его унести в руках, только на автомобиле приезжать или там газель заказывать. Но зато это гарантия урожая. В первый же год вы получите там от полукилограмма сладких классных ягод. Ого! Даже, да. То есть это прямо вот такой плодоносящий, очень крутой. Но вообще голубика плодоносит со 2-го года. Но там будет ягод совсем чуть, может там грамм 20-30. И если вы не профессионально выращиваете, лучше берите сразу кусты постарше. 3-летний, 4, 5-летка, прямо это топчик. Она будет в огромном таком горшке и будет ягоды давать сразу же в этот же сезон. Как правило, плодоносить будет, если говорить про Питер, Ленобласть, то я думаю, что это будет где-то август месяц. То есть ожидайте, что ягода будет долго зреть, все-таки голубика, да, это более южная такая история. А когда она такая самая прям плодоносная становится? То есть, как я понимаю, с каждым годом она все больше и больше приносит ягод. Ну, на самом деле, где-то с 5-6 года плодоношение притормозится. То есть она будет каждый год приносить одинаковое количество, вне зависимости уже от размеров куста. Но я читал, что какие-то там кусты 10-15-летние, они могут приносить и по 7 килограмм. Ничего. Вживую, я честно скажу, я этого не видел, но вот 2-2,5 килограмма видел кусты. Да, ягода, причем реально будет крупная, может быть даже с 5-рублевую монету такие, они прям здоровские. Соответственно, вот с пятого года самое то. А вообще голубика в вашем саду будет жить там лет 20 спокойно абсолютно. Если промышленная плантация, то обычно 10 лет она живет. То есть с 5-го года до 15 будет вот круто плодоносить. Вот, мы покормим пока парня орешками. Пока голубики нету. Он нервничает, ищет орехи везде, да, орехи, вот они. Орехи были раньше. Да. Тимофей, ты все пропустил? Да, Тимофей, ты бы был счастлив приехать в Сарминдаль, ты бы просто кайфовал. Да. А клубнику он ест? Но они клубнику хуже едят. То есть я даю им, но вот почему-то больше всего голубика. Причем у меня 3 енота, было 4 до этого, и все голубику. Я не знаю, почему они так любят голубику. Привередливый. А голубика вообще это чье растение? Голубика, я думаю, что это какая-то Латинская Америка или что-то типа того. Знаю, что очень много в Мексике выращивается, в Перу, в Марокко, то есть вообще в жарких странах. Прям она очень любит тепло и очень любит солнце, потому что любая ягода, если хочет получить большой урожай классный, да, то есть нужно много солнца. А у нас в Питере солнца немного, поэтому вот лучше покупать уже взрослые растения, хорошие, дорощенные, с которыми уже не будет такой мороки, чтобы сладенькая была большая ягодка, да, Тимофей? Во, будет потом собирать на огороде. Не, это мой. Да. Ой, там гидропоника, говорит, что это такое? Нет, там не в шипах, там просто... Пошел проверить, воде, умыться. Умыться. Пошел умыться. Ох ты мокрый, какой парень. Ну вот такого плана, вот это уже считай как бы подъем. Мне что-то мне они так понравились вообще, очень красивые, я первый раз такие вижу. Слушай, тут есть очень прикольный один сорт, я первый раз такой видел, прям там мутанты, там 3 головы, в одном тюльпане 3 головы. Да? А это специально сорт такой? Вот этот сорт специально такой, а тут я не знал, что такое. Ну, видимо, да, как бы такая фишка, как Змей Горыныч или еще типа того. Прикольно. Я хотела еще спросить по поводу клубники у тебя. У тебя 13 сортов. А как вообще выбрать для себя, то есть, вот, чтобы было и вкусно, и быстро, и долго? Потому что, на самом деле, у меня 3 грядки клубники посажены, но мне это абсолютно она не нравится, потому что она очень-очень долго... Ну, то есть у меня клубника примерно к концу июля. Это первое. Второе, буквально 2 недели и все. Но если говорить про клубнику, вообще самый лучший способ это позвонить нам в Веревкин хутор, и менеджер вас проконсультирует по сортам именно для вашего региона и для ваших нужд, потребностей там, и всего остального. Но если говорить в общем и целом, то есть 2 вещи. То есть первое, есть ремонтантная клубника, которая плодоносит нон-стопом. Она начинается с мая и закончится в сентябре, в октябре, ну когда уже температура... У меня такая нужна. Вот. Но у нее есть проблема. Проблема ее в том, что она будет не такая сладкая, как клубника короткого светового дня, о которой ты говоришь, вот, которая плодоносит 2-3 недели, она обычно сладкая. Если она у тебя плодоносит в июле, значит, у тебя средний сорт. То есть короткого светового дня они бывают ранние, средние и поздние. Ну, если говорить по-простому, июнь, июль и август. Соответственно, по-хорошему, если у тебя 3 грядки, сажаешь одну грядку раннюю, одну грядку среднюю, одну грядку позднюю. И тогда вот у тебя будет классно. Если говорить про ранний сорт, это клэри, очень крутой, очень сладкий, крупная, классная ягода. Если средний, наверное, сенсация какая-нибудь, очень круто. А поздняя, моя любимая, это мальвина, она прям бордовая такая, она сладкая, как сахар прямо. Она очень быстро течет, ну то есть потому что сахара столько, что ее надо быстро срывать и есть, такая фреш ягода. Прикольно. А когда клубнику сажают? Ну, клубнику сажают обычно либо по осени, то есть, например, в октябре, либо можно ее сажать уже, когда тепло начинается, апрель-май примерно.
Вы посмотрите, это реально какой-то мутант. Они белые, да? Ну, да, они, скорее всего, будут белыми. Я вот даже точно не могу сказать, потому что иногда белый тюльпан потом превращается в красный или какой-нибудь фиолетовый, поэтому пока рано говорить. Но вот для нас это тоже было неожиданностью. В каталоге я такого не видел, что у них по несколько голов. То есть бокалы не очень вроде большие, но выглядит он очень круто. Что 2, 3, 4 головы. Это просто так необычно, я даже не знала, что такое бывает. Да, и непонятно, это то есть специально так вывели, или же это просто какая-то мутация произошла у луковицы. Но выглядит это очень круто. Ну смотри, где-то по 2, где-то... А где-то есть по 1. Да. Но в основном вот по 3 я вижу, что в большей части вот у них по 3 головы. А один пересот, смотрите. Вот, он может такой потом стать. То есть вот спокойно белый, он мог быть изначально белым, а потом стал желтым. Хорошо с енотами, да, такого не бывает? Купили собачку, а получился енот. Да. Но есть, многие путают, кстати, енотов с енотовидными собаками. Они же тоже с масками. И часто там пишут, вот мы там типа на трассе видели енота, и чаще всего это... Смотри, прям к этому цвету тянется. Нравится тебе, да, такие? А ему нравится, да, смотри. Вот этот большой. Ну все, хана цветку. Он нюхает его, он сильно, его нюхает вообще. Смотри, раскрыл цветок. Раскрыл, да. Вот специально берите енотов на производство, чтобы он ходил и лапками раскрывал вам цветы. И не будет у вас производства. Да, Нет производства, нет проблем, зато есть енот. Да. Тимофей сегодня звезда просто. Да, вкусняшки трескают. Да, и кормят его, и на ручках таскают, и обнимают, и чешут. Удовольствие получают все, не только люди, но и животные. Тепленькие такие ручки. Да, теплые. Пяточки тепленькие. Температура тела выше человеческая. Она примерно такая же. Можно его пересадить. Сейчас мы его... Ну, Максима пересаживайте назад, можете. Либо сюда, да. Там поудобнее, спина большая. Так что вот, ребята, мы сегодня побывали с Тимофеем в прекрасном Веревкином хуторе. Я здесь уже 2-й раз, в прошлом году была, Тимофей 1-й раз, мне очень понравилось. Если вы хотите себе тюльпаны, не тюльпаны, всякую голубику, клубнику, то обязательно пишите ребятам и подписывайтесь на их YouTube-канал. Там прям очень подробная и доступная информация для новичков, как, что вырастить, где. Ну и вообще всегда очень подробные консультации у них на сайте дают. Так что переходите, подписывайтесь, ну и обращайтесь, если хотите такую красоту себе. Да, Кать, спасибо тебе, что приехала. Отличных вам урожаев, друзья. Любите своих животных, цените их. Всем хорошего дня.